завтра кто-нибудь на Украине или, скажем, в том же Казахстане скажет: вот Собчак, авторитетный российский политик, призывает решать территориальные вопросы. Не даст ли это лишние козыри в руки сторонникам, скажем, украинской ядерной державы там, или сторонникам вообще державности? Вы знаете, вот хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что очень часто журналисты интерпретируют так, как они хотят слышать, или как они соответствующие вещи поняли. Ведь я отнюдь не призываю к каким-либо территориальным притязаниям, а я просто говорю, что это должно быть предметом переговоров. Потому что юридически республика имеет право только на ту территорию, с которой она вошла в союз. И если она аннулировала союзный договор вместе с другими участниками этого союзного договора, то она и должна возвратиться к своим прежним границам, а все последующие приобретения должны быть предметом переговоров. Не предметом борьбы, не предметом территориальных захватов или споров, но предметом переговоров между всеми участниками этого союза, между теми, кто входил в этот союз. Поэтому, если бы, скажем, я принимал участие в этом Беловежском соглашении, я бы потребовал, чтобы в самом тексте Беловежского соглашения подобного рода последствия, юридические последствия, однозначно вытекающие из аннулирования договора, но для этого надо быть, просто надо знать немножко теорию, может быть, международного права или договорного права. Если аннулируется договор, наступают определенные юридические последствия. Их надо было предусмотреть в Беловежском соглашении. Тогда, может быть, не возникала бы вот той интерпретации, о которой вы говорите. Я еще раз повторяю, что я считаю, что есть определенные вопросы, которые подлежат обсуждению и переговорам. И должны решаться в результате этих переговоров, а не в результате применения силы. Но меня очень беспокоит, и я хочу это подчеркнуть, то, что Украина свою независимость связывает главным образом с созданием мощных вооруженных сил.